текущем 2022 году я много ездил. Я побывал, и не просто побывал, а пожил в Афинах, в Италии, недалеко от Неаполя. Проездом был в Риме и Флоренции, Швейцарии. 2 месяца жизни в Германии, недалеко от Дюссельдорфа, в городке Виллих. Жил в Амстердаме и возвращался туда наездами. И, наконец, сейчас я в Риге. Сегодня 18 октября 2022 года. Давно я не записывал никаких видео для жить в Европе, и я нахожусь в городе Рига, столице Латвии. Да что уж говорить про год нынешний. Буквально вся моя жизнь – это сплошные поездки, переезды, перелеты, аренды, покупки и продажи квартир, зачисления на работу и увольнения, проблемы со здоровьем и лечебные мероприятия, судебные разбирательства и языковые курсы. За пазухой у меня 5 языков, но кроме английского и русского остальные второстепенные. Вчера я смотрел телевизор и думал, что он писатель, она певица. Тот ребенок – будущий программист, а эта девочка – мать 3 детей и учительница в будущем. Этот пожилой мужчина был пилотом, а та бабушка работала всю жизнь медсестрой. Я спросил себя, а кто я? И мне потребовалось время, чтобы ответить на этот вопрос. Я путешественник, кочевник, диджитал-номад и будущий сторителлер. Ведь, возможно, именно это и есть мое предназначение. Why not? Почему бы и нет? Меня зовут Артем, и в этом году я очень много езжу в основном по Европе. Идея была в том, что я приехал бы в Ригу и взял бы себе российскую визу. Но сами понимаете, в связи с данной ситуацией, ситуация внесла коррективы в мои планы, и поэтому у меня была эта Airbnb на 1 месяц, и сейчас я уже 9 дней здесь, и дальнейший план был взять российскую визу, поехать в Россию, но я решил, что я не поеду сейчас и не буду брать визу. Таким образом, я решил просто остаться в Риге на 1 месяц, провести в этом городе какое-то время, походить по местам и присмотреться к городу. А также ответить на собственный вопрос, а смог бы ли я жить в этом городе, в городе Рига. Добро пожаловать в Ригу, столицу Латвии, город, в котором я когда-то жил и который в далеком 2006 году стал моим отправным пунктом в путешествиях, учебе, работе и жизни в Европе. Именно поэтому, наверное, Рига в моем сердце занимает особенное место. Ведь именно отсюда начался мой путь многолетних скитаний по просторам Европейского Союза. Как я попал в Ригу? Это довольно длинная история, но так и быть, я вам расскажу ее. У моей мамы в паспорте отец, мой дед, был записан латышом. Увы, кроме этой записи, никаких больше документов о том, как потомок латышей оказался в Омске, а именно в этом сибирском городе я родился и вырос, найти было невозможно. Для родственников моей семьи по маминой линии загадка необычной фамилии Дабер, кажущейся скорее немецкой, нежели латышской, так и осталась неразгаданной. Только значительно позднее, уже после того, как я приехал в Ригу в 2004 году, спустя год жизни в Москве, я где-то узнал, что в Омске, городе в Сибири, было одно из многочисленных сообществ переселенных этнических групп латышей. Кстати, второй муж моей бабушки по маминой линии тоже был прибалтом, эстонцем.
Тем не менее, данная запись о принадлежности к национальной группе латышей моих родственников по маминой линии дала мне возможность уехать в Ригу, а спустя пару лет и в Европу. Но это отдельная тема, в этом видео я расскажу о Риге, городе, где проживал в течение 2,5 лет и где я не был почти 10 лет. Итак, я вернулся к собственному вопросу, что представляет из себя Рига как город, Латвия как страна, пригодны ли они для длительного проживания, каковы здесь цены на аренду и покупку жилья, транспортная ситуация, инфраструктура, медицина, куда сходить и что поделать. Ну а начать свой обзор я решил с обзора своего жилья на месяц, Airbnb, которое я снял задолго до приезда в Ригу. Давайте посмотрим. Вот этот дом, в котором у меня Airbnb на 1 месяц, этот конкретно, и здесь очень много одинаковых домов советской постройки. Сейчас я покажу свой Airbnb. Кстати, для длительного проживания мне нужно было бы привезти сюда машину, поэтому я немного так поузнавал насчет стоянок. Оказывается, в Риге ввели пропускную систему где-то. Кстати, есть машины из России, я видел российские номера. Пропускную систему, что можно ставить, да, и, кстати, не просто найти место около дома, мало того, что не просто найти место, нужно, чтобы было разрешение у тебя, то есть пропуск есть основной, есть какой-то гостевой. Окей, let's go, пойдем в квартиру, посмотрим. Безусловным плюсом расположения этого дома является сосновый бор. Деревья высокие, их вершины достигают 8-9 этажей. Можно выходить, гулять и дышать свежим воздухом каждый день. Подъезд закрытый, железная дверь. Здесь такой ключик есть, открывается, как, в принципе, я припоминаю эту систему, в России была, когда я жил. Вот такой вот подъезд. Он, конечно, меня немного шокировал, когда я только приехал, но поскольку я жил когда-то давно и в Риге, и в России, естественно, я привык. Вот, мы входим в лифт, нажимаем на 10-й этаж. Лифт довольно медленный, едет он не очень быстро. Это квартирная площадка. 10-й этаж, все такое довольно старое и мрачное. Ну что поделать. Вот он коридор. Обзор квартиры. Я бы назвал ее однушка, либо малосемейка, но скорее однушка. На 10-м этаже без балкона. Здесь есть комната, в которой есть раздолбанный диван, конечно. Вот столик, телевизор. 2 кресла, место для развешивания белья, шкаф маленький. Напротив стоит дом точно такого же образца. Здесь есть кровать. Вот. Есть такой вот вид из окна, где эти сосны высокие очень. Из прихожки еще один шкаф. Переделаны здесь есть зеркальные двери. Это кухня. Здесь есть микроволновая печка, чайник, холодильник. Все довольно старенькое, конечно. Бабушкин ремонт, как это называется. Газовая плита, горячая и холодная вода. И здесь у нас есть ванна, она же душ и туалет. Точнее, это просто душевая кабина. Вот. Кое-где обшарпанные стены. Раковина, умывальник, зеркало. Через Airbnb я снял эту квартиру, я заплатил 440 евро за 1 месяц, но это получается все включено. Вот. А так я думаю, в интернете смотрел по поводу аренды квартир, цены начинают от 180 евро в месяц, плюс коммунальные, которые они были уже достаточно высокими, то есть они могут доходить до 200 евро за однушку зимой
И мне кто-то сказал, что цены вырастут как минимум на 40%, то есть это может доходить до 250. Получается, что коммунальные платежи, они могут быть больше, чем сама арендная плата. Потому что спроса в Риге на квартиры, на аренду квартир нет. Сейчас в Латвии запрещен въезд российским гражданам по обычным визам. Вот. И спроса нет, а есть очень высокое предложение. И просто-напросто я думаю, что эти квартиры, они останутся без жильцов. Альтернативой является долгосрочная аренда. Поиск долгосрочной аренды квартиры в Риге начинается на сайте объявлений ССЛВ или на Фейсбуке. Предложений огромное множество. Чтобы не быть голословным, я решил посмотреть однокомнатную квартиру в длительную аренду. В Риге много спальных районов советской постройки. В одном из таких типовых кварталов давно я владел собственной квартирой малосемейного типа. По пути я проходил по бывшему району Пурценс, Пурчик в народе. Сердце сжимало ностальгия. Вот он мой дом, где я жил когда-то. Пурценс, Тирну 48. Саму квартиру я не снимал, но жилищные условия напомнили мне те, о которых я благополучно давно забыл. Я в Риге нахожусь, и я пришел посмотреть квартиру и просто смотрю ситуацию на дорогах. Вот, здесь короче, парковок нет, как в Афинах. Но разница в том, что здесь еще разрешение нужно делать, то есть двойное. Коридоры пятиэтажной малосемейки вызвали воспоминания о камерах следственного изолятора почему-то. Не знаю. Все это создало такое мрачное впечатление немного. К счастью, в центре Риги совершенно другая атмосфера осеннего, красивого, ухоженного города, богатой архитектуры и осеннего воздуха, приправленного запахами прелой опавшей листвы деревьев хвойных пород. Поэтому я решил пойти по магазинам. Шопинг, походы по магазинам. Пожалуй, это был один из моих любимых способов времяпрепровождения в пору моего проживания в Риге в 2004-2006 годах, когда я сначала наездами, а потом и совсем перебрался в Ригу из Москвы на основании моих латышских корней. И действительно, магазинов, моллов и шопинг-центров в Риге огромное множество. Из самых крупных – Альфа, Домино, Олимпия, Спице, Галерея Центрс, Ориго. Я сам себя спрашиваю, почему в таком небольшом городе, как Рига, где проживает всего 600 с небольшим тысяч человек, столько много торговых центров. Мой ответ – любовь населения к шопингу, чем я заразился сам, в то время, когда жил в Риге. Поток людей не очень большой, но это играет на руку самым взыскательным покупателям. Большой выбор свежих овощей, фруктов, выпечки, мяса, а также готовых блюд, например, плова, картофеля с запеченной рыбой и многочисленных салатов, включая оливье и селедку под шубой. Я взял попробовать морковно-чесночный, вспомнить вкус. Кроме гипермаркетов в Риме, где можно купить продукты и товары на любой вкус, есть и магазины поменьше Максима. А также мой неизменный фаворит Lidl, появившийся в Латвии сравнительно недавно. Я пришел в магазин и хочу сдать бутылки для начала. Но тут странная система. Бутылки можно сдать только на выходе, то есть выйти можно, а войти только. Очень странно. Сначала берешь чек, то есть как бы выходишь. Потом маленький магазин Максима, здесь фрукты. Очень много магазинов Максима в Риге. Маленькие, есть большие. Покупаю готовую пищу, тут есть уже приготовленные котлеты, курица, картошка, плов. Очень нравятся эти сырки, в Риге продают карумс. Здесь мясо.
Конечно, я часто беру яйца. Таковы цельное мороженое в вафельном стаканчике. Заморозка и пельмени. Цены на товары и продукты сравнимы в Риге со среднеевропейскими. И я решил проверить, какое же качество продуктов. Просто интересно. Приготовить, скажем, традиционный русский или латышский обед. Это овощи просто замороженные, и я купил гречку. Я, кстати, видел в интернете, что гречка стоит 8 евро килограмм. Это неправда. Я купил за 2 евро 800 грамм. В Риге. Сейчас я решил позавтракать. Я пью кофе, и я хотел попробовать. Я купил хумус в Латвии. И я хочу сказать, что он мне не понравился. Он очень переперченный, но это пикантный хумус. И вкус... Я пробовал хумус в Греции, в Голландии, Германии, кажется, даже в Италии. Так вот, но, к сожалению, хумус в Латвии делать не умеют. Погода, я смотрю, солнечная. Сегодня у нас 22 октября 2022 года. Вот, в квартире тепло, но на улице я утром бегал, немного был морозец ночью. В такую погоду грех сидеть дома, поэтому пора пойти разведать окрестности, тем более, что сегодня суббота. Пошли. Рига, хоть и небольшой город, его население составляет 600 с небольшим тысяч человек, но все-таки он довольно протяженный с севера на юг и с запада на восток. Поэтому для перемещения потребуется использование транспорта. Также, на мой взгляд, в Риге существует значительный поток в рабочие дни из пригородов в город по утрам и обратно по вечерам. Общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами и трамваями. Метро в Риге нет, и мне лично показалось, что Риге все-таки был бы необходим какой-то скоростной транзитный транспорт. Пробки, хоть и небольшие по сравнению, например, с Афинами, но они есть, как есть и пассажиропоток. А оставшиеся с советских времен электрички почти никак не соединены с остальными видами городского транспорта. Поэтому их сложно рассматривать как часть общей транзитной системы. На общественный транспорт в Риге есть система электронных билетов. Такой вот талончик на 10 поездок стоит около 11 евро. На 20, как у меня, я купил за 20 евро с небольшим. Кстати, почти всегда есть контролеры, поэтому советую покупать билетики. Проездные билеты можно купить в автоматах на остановках общественного транспорта. Они также есть в трамвае маршрута номер 1 из Юглы в Иманту, а также в киосках и в клиентских центрах обслуживания. Кстати, единственная линия низкопольного трамвая номер 1 из Юглы в Иманту, мне кажется, ничем не отличается от остальных линий трамвая. Множество остановок, небольшие скорости. Как уже говорилось ранее, парковки почти везде платные или урегулированы наличием разрешения на парковку от домоуправления по адресу проживания. Цены на парковку в Старой Риге от 5 евро за первый час, в районах, приближенных к центру, от 2 до 2,5, а последующий час обычно дороже, что, например, в Нидерландах в точности да наоборот. Последующие часы обычно дешевле первых. Тем не менее, видно, что город не стоит на месте и развивается. За те 10 лет, что я здесь не был, появилось много велодорожек, а район около вокзала активно перестраивается. Есть приложение для вызова такси, а также много электросамокатов, снующих повсюду. Последние, кстати, не так распространены в странах Западной Европы. Такое у меня было ощущение, что в Риге они более популярны. Стоимость пользования электросамокатом через приложение, а ссылку я оставлю в описании, от 20 центов за 1 минуту. Проезд на такси будет стоить от 6 евро, если вы едете на расстоянии от 6 километров,
из центра на окраину города, либо это будет от 18 евро, я посмотрел, через это же самое приложение. Если вы едете из аэропорта Риги, который расположен на западной окраине, на восточную окраину, в другой район города, это будет стоить от 17-18 евро. Ссылка на это приложение и на другие сайты и информационные линки я оставлю в описании к этому видео. Пригородный и междугородный общественный транспорт в Риге и Латвии представлен хорошо развитой системой автобусных линий. Среди крупных перевозчиков национальная латвийская Нордека, Эколайнс, даже в нынешнее время до сих пор курсирующий в Москву, и некоторые другие. Причем часто не нужно ехать в центр на автовокзал. Для посадки на междугородные и пригородные рейсы также оборудованы остановки в других районах города. Железнодорожный вокзал в Риге находится в центре города. Часть территории железнодорожного вокзала переоборудована под торговые площади шоппинг-центра Ориго, а знаменитая башня часов Рига и привокзальная площадь являются знаменитым местом встреч и собирающейся по вечерам молодежи. До 2022 года из Риги ходили ежедневные международные поезда в Москву. Сейчас с центральной станции в Риге отправляются пригородные поезда, электрички в различные регионы Латвии. Конечно же, на электричке можно попасть в Юрмалу. У вас есть возможность совершить виртуальное путешествие на электричке в Юрмалу вместе со мной. Ссылка на видео в описании. Также пригородные поезда ходят в Валмеру, Тукумс, Скулте, Огре, Елгаву. Есть и поезд в Даугавпилс, крупный латвийский город в Латгалии. Начиная со следующего года, электрички старого образца наконец будут заменяться на более новые, современные составы. Пока что же Латвия является последней балтийской страной, использующей эти составы советского образца. Лишь немного более модернизированный интерьер поезда позволяет совершить поистине путешествие в прошлое, каким для меня стала поездка на электричке в Юрмалу до станции Дзинтари. Стоимость проезда на электричке сравнима со стоимостью проезда на других видах общественного транспорта. 90 центов в первой зоне, 1,50 во второй. Кстати, удивительным для меня и немного отличным от Западной Европы стала эта система поездок и пересадок на автобусах, троллейбусах и трамваях. Пересадка является началом второй поездки, что, соответственно, увеличивает ее стоимость. При моем беглом осмотре Риги мне показалось, что за 10 лет, что я здесь не был, Рига меняется. Наверное, это происходит с каждым городом, а Рига – столица. Своими глазами я увидел изменения. Какие-то изменения происходят прямо сейчас. Их результат когда-то в будущем хотелось бы увидеть и самому. Я говорю о строительстве мегапроекта Rail Baltica, скоростную железную дорогу, которая в будущем свяжет страны Балтии с Варшавой. Строительные работы у железнодорожного вокзала я видел и сам. Ну а пока Rail Baltica строится и хотелось бы увидеть конечный результат, сейчас я хотел посмотреть бы на места для удаленной работы для фрилансеров и цифровых кочевников и как вообще обстоят дела с нетворкингом в Риге. Первое, что я делаю, когда приезжаю в новое место за границей, я смотрю скорость интернета в моем Airbnb. И я должен сказать, что скорость интернета в Риге меня просто поразила. Очень приятно на самом деле. Я думаю, что высокоскоростной интернет безусловно важен, и это может поставить Ригу на одно из самых высоких мест в топе мест для удаленной работы и для фриланса, если вы зависите от интернета. Безусловно, Рига один из лидеров, я думаю. Для начала я просто прошелся по городу и обнаружил, что и в центре, и даже на окраинах множество кафе, где можно работать.
Зашел и в кафе МИД, которое в списке 10 самых лучших мест для удаленной работы стоит на первом месте. Вот это кафе. Ссылка на этот список будет в описании, но я считаю, каждый решает сам для себя, где работать. Я также познакомился с системным инженером, приехавшим работать в Ригу из Александрии. И он пригласил меня посетить DevOps Meetup, прошедший в Риге в коворкинге Workloads 25 октября. От митапов я сильно отвык. Это был, кажется, первый за 3 года. Мои путешествия и ограничения из-за эпидемии коронавируса на целых 3 года лишили меня возможности посещать митапы и общаться с людьми вживую. Поэтому я чувствовал себя непривычно. Но DevOps Meetup в Риге был очень хорошо организован. Всего 2 спича, DevOps инженера, прилетевшего специально из Хельсинки, и тимгида одной из компаний в Риге. А в перерыве пиво, напитки, пирожное, пицца и много общения. На метапе было около 30 или 40 человек. Я подумал, что если бы я решил задержаться на подольше в Риге, столице моей этнической родины, то, наверное, нашел бы чем себя занять. Вот даже и в центре периодически тусуется молодежь. Я решил провести свободное время с пользой для здоровья и отправился по спортивным залам. Итак, я решил походить в какую-нибудь тренажерку в Риге. Еще до своего приезда я посмотрел ближайшие спортзалы, расположенные поблизости от моего Airbnb. И таким образом нашел MyFitness в шоппинг-центре Alpha. До него мне было бы идти около 20 минут пешком. Потом уже я узнал, что это целая сеть спортивных клубов по всей Риге, и членство в одном дает право посещать и другие. Поэтому, кроме клуба в шоппинг-центре Alpha, я также зашел в галерею. Здесь спортзал занимал 3 этажа. Оборудование в клубах MyFitness очень новое. Я сравниваю, например, с сетью спортзалов Java Fitness в Афинах. И хотя там спортзалы можно встретить и побольше, и подешевле, все-таки оборудование и качество тренажеров MyFitness в Риге на порядок выше, чем в моем Java Fitness AS Dimitrios в Афинах. Вот это спортзал, куда я хожу практически каждый день, около шоппинг-центра Alpha, MyFitness. Поскольку я приезжаю в новые города, знакомлюсь с новыми людьми, походы в спортзал для меня создают какое-то подобие рутины. Каждый день я иду туда, занимаюсь спортом, и вижу тех же самых людей, перекидываясь парой фраз на ресепшн. Все это для меня и создает ощущение принадлежности к городу, месту, где я нахожусь, и окружению. И если я решу остаться в этом городе надолго, то такие базовые связи в своем роде могут помочь созданию и развитию ощущения оседлости. А для меня, цифрового кочевника и дауншифтера, это наиболее желаемое ощущение. К нему я стремлюсь постоянно. В общем, фитнес-центр обязателен. MyFitness в Риге немного подороже, чем Java Fitness в Афинах. 25 евро недельный абонемент, 70 на месяц, 48 евро в месяц стандартная цена помесячно. Приятным сюрпризом стали сауны во всех клубах. А в галерее есть и терраса. Есть терраса такая, прямо на крыше в центре. Вот. Ну это конец октября, поэтому, сами понимаете, погода не очень хорошая. Прикольное место. Рига вся внизу. В общем, со спортом в Риге дело обстоит не так уж и плохо. Но чрезмерное увлечение спортом может потребовать и более внимательного отношения к своему здоровью. Могут возникать травмы. Так часто у меня бывало в Афинах в пору занятий регби. Это бывало и в Амстердаме, в Амстердам Лоуландерс. Да и вообще, при обдумывании возможности пребывания на срок от 6 до 12 месяцев необходимо узнать, как сейчас обстоит ситуация со здравоохранением в Латвии. Я честно собирался встретиться с 1-2 местными жителями с просьбой рассказать, какова медицина в Латвии, цены, страховки. Но примерно к концу 2-й недели моего пребывания в Риге я понял,
что этот приезд спустя 10 лет в Ригу и несостоявшаяся поездка в Сибирь были для меня настоящим путешествием в прошлое, встречей с собой. Изменилась Рига, но изменился и я. И я хочу поехать дальше, посетить новые места и те места, где я уже жил. Но чтобы не разочаровывать своих зрителей, желающих узнать информацию с первых рук о медицинских услугах в Риге, я, например, обошел 4 или 5 стоматологических клиник в Риге. Стоматологические услуги за рубежом, наверное, одна из наиболее востребованных услуг для жителей Западной Европы. Все клиники, куда я заходил, расположены в районе улицы Бревибас. Меня интересовала стоимость гигиены полости рта. Почти везде она составляет 70-75 евро. Я также сделал то, что не было моей приоритетной целью, но тем, что я хотел бы попробовать сам в Риге. Это были инъекции ботулина. Да, друзья мои, это я хотел бы тоже попробовать и знаю, что этим интересуются многие мои знакомые, и мужчины, и женщины старше 35 лет. С клиниками красоты, а их здесь, наверное, еще больше, чем стоматологических центров, я особенно не разбирался и пошел в ту, которую нашел в Гугле. Мешочки надо удалять. Моим доктором была Наталья. Она дала мне обширную информацию о процедурах по омоложению и ревитализации. Она также напомнила, что конечного результата нужно ждать 2-3 недели. Да и вообще, я и сам понял, что морщины только украшают мужчину. В том числе доктор посоветовала мне врачей, которые делают блефаропластику в клиниках в Риге. А я пока решил остановиться на моих косметических процедурах. У меня нет детей, но они есть у многих моих друзей и знакомых, поэтому мой рассказ был бы неполным, если бы я не рассказал о ситуации, какая она есть здесь в Риге, что есть здесь для детей. Опять же, я не могу сказать, что мой рассказ, он объективный, потому что многие вещи я просто не успел посмотреть в Риге за 1 месяц. Мне очень импонировало то, что в каждом торговом центре есть места для игр детей, батут, картинг и другие вещи. А для семейного отдыха есть несколько кинотеатров, в которые, правда, я так и не успел сходить. Как я увидел, названия фильма были продублированы на русский язык в том числе. А еще Рига — это город, в котором очень много парков и зелени, и это очень нравится. Юрмала, пригород Риги на Балтийском море, пожалуй, мое самое любимое место для прогулок. В погожий день прогулка в Юрмале – это просто отдых для души. Я думаю, что каждая семья и каждый человек, если постараются, смогут найти и в Риге, и в Юрмале, и в Латвии, да и везде, повсюду что-то интересное конкретно для себя. Ведь все мы такие разные, и в этом и есть прелесть жизни. Не так ли, друзья? Ну а мой месяц в Риге подходил к концу, и настало время ответить на свой собственный вопрос, которым я задавался в начале моего видео. Хотел бы я жить в Риге? У меня нет однозначного ответа. Жизнь – это процесс познавания нового, исследования и сравнивания. Рига вполне комфортный город. Он показался спокойным и чистым, не таким переполненным туристами, как Амстердам, и далеко не таким хаотичным, но и не солнечным, как Афины. Поэтому, скорее всего, я снова отправляюсь в путь дальше. К новым горизонтам познания и познания прежде всего самого себя. В этом и есть прелесть и смысл моей жизни.